Он был никем. Его подозревали в связях с радикальными движениями. На его голову была назначена награда – $10 миллионов. А теперь он – один из самых влиятельных людей мира по версии Time. Как такое возможно? Это история о человеке, который поднялся из тени и теперь управляет будущим целой страны. История Ахмада Шаараа. История, которая может стать новой главой ближневосточной политики. Или очередной катастрофой. Сирия. 2024 год. Страна пережила все. Революции, насилие, санкции, голод, изгнание миллионов. Все были уверены, после Башара Асада пустота. И вот в декабре появляется человек. Ахмад Шаараа. Его имя мало кому известно. Он появляется как будто из ниоткуда, но уже через считанные дни все камеры направлены на него. Что за человек стоит перед народом в Дамаске, говоря «теперь начинается новое время»? Кто его поддерживает? Почему ему поверили? И почему тысячи вышли на улицы? Не против, а за него. 8 декабря все начинается с неожиданного объявления. В Дамаске меняется власть. Организация освобождения Шам заявляет о взятии столицы. Но вместо хаоса – порядок. Вместо стрельбы – заявление. Во главе новой структуры – Ахмад Шаараа. Его называют временным лидером переходного периода. Он выступает по телевидению. С посланием, без крика, без угроз, спокойно, выдержанно. Словами о будущем, а не о мести. На следующий день начинают выходить первые кадры. Армия присягает новой власти. Беженцы возвращаются, флаги меняются. И хотя на границах все еще опасно, в центре города наступает тишина. Шаараа создает временное правительство, объявляет об инклюзивной коалиции. В ней и бывшие оппозиционеры, и представители умеренных религиозных течений, и даже светские технократы. Это выглядит как чудо. Но чудо ли это? Или тщательно спланированная операция? Слишком быстро. Слишком ровно. Такое редко происходит само собой. Некоторые наблюдатели издалека шепчут: возможно, сценарий писался не в Дамаске, а в других столицах, тех, где перемены нередко случаются в нужный момент. Пока одни называют его символом надежды, другие вспоминают, кто он был или кем был. Ахмад Шаараа имел связи с вооруженными структурами, которых теперь отрицает. Он, возможно, командовал силами в Идлибе. Его имя всплывало в докладах. США даже назначили за него награду – $10 миллионов. Но когда стало ясно, что он стал новым лицом власти, все изменилось. Старые обвинения исчезли. США – тишина. Турция одобряет. ЕС надеется на прогресс. Он дистанцируется от крайностей. Открыто говорит о праве меньшинств, о светском государстве, о реформе суда и армии. Он отказывается от конфронтации и предлагает диалог. Весной 2025 года журнал Time включает Ахмада Шаараа в список 100 самых влиятельных людей мира. В том же списке Илон Маск, Дональд Трамп, премьер Британии Кейр Стармер. Автор материала – бывший посол США в Сирии Роберт Форд. Он пишет: «Шаараа – это политический парадокс. Он прошел через хаос, но не стал заложником прошлого. Он объединил тех, кто вчера стреляли друг в друга, и предложил что-то, что в Сирии давно забыто – перспективу». Тайм делает акцент: он не святой. Но он редкий случай, когда человек изнутри конфликта предлагает выход, а не новую бойню. Теперь у него в руках власть. Но надолго ли? Сможет ли он удержать коалицию, принять новую конституцию, вернуть миллионы изгнанных? Экономика разрушена, армия разделена, народ устал от обещаний. Но пока он тот, кто изменил правила игры. Тот, кто за 12 месяцев прошел путь от серой тени до глобального символа перемен. Реформатор? Оппортунист? Или просто новый игрок в старой системе? Ахмад Шаараа стал человеком момента, но станет ли он человеком будущего? Пиши в комментариях, что ты думаешь об этом. Подпишись, если хочешь больше таких глубоких разборов. Без шума, но по сути.